Якобы была некая женщина, которая приходила на служебный вход театра и все время обрывала телефон и орала, что Машков наложил на нее порчу. Значит, ваш ученик, ваш актер наложил на меня порчу. И Палыч как-то выезжал из ворот МХАТа на своей машине, как-то слякоть была, и она ему кидается прямо на капот. А ее уже все слали, там охранники ее не пускали уже в здание и так далее. Он выезжает на Камергерский, она кидается на капот, орет: ваш ученик наложил на меня порчу, Олег Павлович, спасите меня, сделайте что-нибудь. А месяц никто не знал, что с ней сделать. Он так медленно вышел из машины, под нас слякоть, прошел, посмотрел на нее, так: снимаю. И она больше не появлялась. То есть снял? Ну, снял. Вот для чего существует наша программа? Например, для того, чтобы связывать поколения. Чтобы очень взрослым и очень молодым было что посмотреть и про что потом пообщаться. У нас в умении работать с людьми разных взглядов и разных возрастов есть абсолютный кумир. Его зовут Олег Табаков. Про его великую карьеру и насыщенную жизнь сняты терабайты видео. Поэтому мы в ближайшие 1,5 часа сосредоточимся на одной важной теме. Как можно руководить главным художественным театром страны, но отдавать сцену оторванным режиссерам, которые провоцируют и матерятся? Как можно быть государственником, но рубиться за своих учеников, которые это государство критикуют? Как можно сочетать консерватизм и постоянное желание эксперимента? Как можно отметить 80-летие, переживать тяжелую болезнь, но рассеивать вокруг себя молодость, дерзость и свободу? Олег Павлович, мы слишком поздно придумали нашу программу, поэтому только сейчас можем сказать: вы очень крутой. Вперед! Юрий будет дуть, будет Юрий. Свой первый спектакль в МХТ ты поставил как режиссер, когда тебе было, напомни, сколько? 22. Как так получилось? Как Табаков это разрешил? Ну, смотри, когда это было, Табакову было 78, наверное, лет. 78-79. Он, конечно, у него к этому моменту был театр, там у него был МХАТ, была табакерка, он строил гигантский филиал в Коломенском, у него был колледж. То есть это человек, у которого было там сотня дел в день, и он, конечно, везде оставил там своих каких-то правых рук. В том числе Смелянского и Хенкину в МХАТе. И на самом деле, чтобы быть честным, Табаков увидел спектакль на зрителя. То есть он увидел уже результат. Процесс запуска — это была договоренность вот с его как бы ассистентами. Но это на самом деле все имеет некую предысторию, потому что каждый режиссер, Серебренников, Богомолов, все, в общем, такие революционеры и как сказать, те, кто родили вообще современный театр в Москве, они, в общем, с какого-то момента уже старались показать Олегу Павловичу спектакль, когда он готов. Например, ну вот просто посмотри, когда вышел спектакль «Идеальный муж» Богомолова, где там про двух голубых, один из которых депутат, а другой киллер, и певец шансона одновременно. Ну, это только малая часть. И там есть там священник, который их исповедует, и так далее, и так далее, и так далее. И все это как бы по Оскару Уайльду, как будто бы. И начинается с получасового концерта в Кремле. Табаков должен был принять в 80 лет. Ну, в 80 лет чувак должен посмотреть и полюбить. Поэтому они старались сделать все, чтобы он увидел это вместе со зрителем. Он был таким человеком, который был, наверное, в первую очередь всегда заточен на успех. У него была такая фраза «неуспешно без меня». Что, с одной стороны, кажется таким, ну, каким-то очень коммерческим, да, продюсерским такой позицией, коммерческой, а с другой стороны, давала нереальную свободу. В спектакле «Изображая жертву» был монолог Хаева «Откуда вы все ебанаты прилетели», и весь этот матерный монолог про пизду в стране. Такие ответственные работы, а потом везде пиздец наступает в обществе. Сейчас милицию вызовут. То Палыч принимал это в свои 75, потому что он чувствовал, что зал нереально этим прется, и что это сверхсовременный текст, который абсолютно попадает в то, что он там видит вокруг себя, насколько он мог ощущать все, что вокруг него происходило в этом возрасте. Он принимал это и шел, в общем, на то, за что его ненавидели буквально все. То есть, ну, например, при нем впервые заматерились в МХАТе. Это сейчас кажется там более-менее чем-то
обычным, но это просто вот, ну, это невозможно в это поверить. И, скажем, мой мастер Леонид Хейфиц, который тоже там открыт к разному, он, ну, для него это, даже для него это невозможно. Вот он говорит, ну как, невозможно, Саша. Я говорю, Леонид Ефимович, ну материться, но зато крутой же спектакль. Ну это нельзя, Саш, ну это культура, нельзя материться в МХТ. Вот Табакову было пофигу. Он говорил, талантливо, зритель подключается к этому и есть обмен живой энергией, все, значит это будет. А если, скажем, провокативно и очень-очень там как-то политизированно и так далее, но не талантливо, нет, он говорил, это нельзя продавать за деньги. Опять же, нюх Табакова и его великая чуйка и желание открывать таланты. Ходил такой мальчик, Саша Молочников, которого привел в театр Богомолов. Что-то там не случилось, и он сыграл главную роль в спектакле «Вертер». Спектакль был не очень удачный, но Саша как-то запомнился Табакову, и когда он приперся со своей идеей как раз столетия Первой мировой войны, такого театра кабаре, он почитал, посмотрел этот синопсис и сказал, давай делай, старик. Мы тоже немножко так припупели, но Саша, значит, пошел делать. Это было очень смешно, потому что его в театре вообще никто не воспринимал, и какой-то там молодой актер, который играл еще кролика Эдварда, и он, значит, ходил с этими ушами, и Помреш говорила по громкой связи, сейчас наш режиссер снимет уши, и мы начнем репетировать. И, значит, после спектакля он собирал каких-то молодых своих ровесников, они там мутили что-то. И когда он смотрел этап, он был поражен абсолютно до глубины души. Говорит, боже мой, вот что значит непоротое поколение. Те, кто родились в 90-е годы. Жаль, нам вот этого не досталось. У нас дверь так быстро захлопнулась. А они молодцы, они ничего не боятся. У них нет горбов, которые они притащили за собой в это время. На премьере просто плакал. Буквально? Угу. Где мы сейчас находимся? Это новая сцена МХТ. Как она появилась? И правильно ли я понимаю, что она появилась при твоем отце? Она появилась при моем отце. Она была сделана для молодых режиссеров, для экспериментов. То есть сюда привозили французских студентов-режиссеров, немецких. Им давали 2-3 недели на там, выбор материала, выбор актеров, на репетиции. Потом они показывали что-то похожее на задел спектакля. И если он художественный... Задел спектакля? Ну да. Ну как бы ты же за 2 недели ты не можешь выстроить все правильно, чтобы функционировало внутри. И если это нравилось, это утверждали, давали режиссеру там еще определенное количество времени, он его дорабатывал. И спектакль входил в репертуар. Так, а вот в эти 100 человек, это кто были? Это сотрудники театра? Или это реально люди покупали билеты? Сначала сотрудники театра, а потом люди, там раза 2-3, люди, которые покупали билеты. А если по-простому, то это место для того, чтобы освежать репертуар чем-то экзотичным, диковатым и смелым. Да, либо же здесь как бы шли такие спектакли, где играли мэтры уже, ну, которые, как это, дань уважению. Дань уважения, которая давалась актерам старшего поколения. Чтобы им, ну, чтобы они были заняты, востребованы и продолжали себя реализовывать. Да, то есть те, кто не задействовался в спектаклях на малой и на основной сцене, то они играли здесь. Ну, его обвиняли, особенно поначалу, в том, что он из великого храма создал некую коммерческую организацию, в которой, значит, за основную идею, которую взял супермаркет. То есть, если вы хотите комедию, пожалуйста, если вы хотите психологическую драму, пожалуйста, хотите экспериментальный театр, пожалуйста. Все, на любой вкус. Идите только в кассу и платите деньги. А потом, сейчас, как вы видите, это модель для всех театров. Анатолий, где мы находимся?
Ну, это сердце Кембриджа, Гарвардская площадь, вот тут за углом. Это за спиной Американский репертуарный театр, ART, Институт высшего театрального образования при Гарварде, в котором мы с школы-студии МХАТ организовала программу лет 20 назад. И мы все здесь, значит, обитались и обитаемся. В Гарварде учат бизнесу, насколько я знаю. А театр причем? И театр, нет, во всех университетах у них всему учат. Вообще года 4, они же выбирают жизнь. У нас сразу выбираешь профессию. Ты инженер, врач. Нет. 4 года выбираешь, у тебя есть мейджор. Можно соединить театр с математикой, с физикой и так далее. А через 4 года надо выбирать, куда ты на самом деле хочешь идти. И реальное серьезное образование, это значит, ты аспирантуру закончил или магистратуру. Что здесь делал Олег Табаков? Значит, у него как бы несколько точек здесь, в Америке. Ну, он лет 7 или 8 подряд приезжал, еще Пашка был маленький. И он, как он говорил, деньги зарабатывал. Значит, деньги он зарабатывал тем, что он преподавал в летней школе Станиславского. Вот если отсюда пройти, метров 150. Там Episcopal Divinity School, богословская школа. И она сдавала, ну, это Америка, богословская школа сдает пространство, да. Лужок, пространство, подвал какого-то здания, церковь, в которой были репетиции. Кстати говоря, в Америке я впервые понял, что такое артист, очень крупный, известный, прославленный на родине, попадающий в ситуацию, где его, в общем, никто не знает. Понимаешь? У них же поведение определенное. Он все время смотрит и на него смотрит. Он знает, что он все время направлен на него. Да? Вдруг он мне однажды... А там набережная на Ривере, на Покеанской набережной. Он мне говорит, слушай, давай завтра поедем вот сюда вот, на метро. Я думаю, что на метро он последний раз ездил 20 лет назад. Я говорю, а как? Зачем тебе? Ну, как-то скучно. Я понял, что ему что-то, какого-то витамина не хватает. И мы сели в метро, и он все-таки грузный человек, да, с переходами, там переходы страшные, начало века, знаешь, метро какое. И вдруг, когда стали подниматься на эскалаторе, перевод с линии на линию, тут какая-то тетка из Молдавии, не знаю откуда, увидев его на линии эскалатора, идущего вниз или вверх, крикнула «Табаков!» И вдруг я видел, так разгладились морщины. Ну, слава богу, все. Больше он никогда не ездит. То есть он получил вот эту свою порцию. А так он жить в безвестности, потому что он стал звездой. Ну, он студентом еще был в школе-студии, он начал сниматься. Он снялся в фильме «Шумный день» у Эфроса, стал любимцем страны сразу же. А я плыву по облакам, и невесомый, и крылатый. Куда ж ты плывешь? Не знаю. Кстати, Юрский мне когда-то сказал, вот какую пьесу выбрал для начала карьеры. Представляешь, артист вот живет, ему уже под 80 лет, и говорят, а какой был ваш первый фильм? С чего вы начинали? И он говорит, «В поисках радости». Юрий будет дуть, будет Юрий. Он ужасно любил переманивать актеров известных из других театров. Он вытащил из Питера Хабенского с Пореченковым, их Трухиным. Он вытащил Белого, Кравченко и Наташу Швец там из театра Пушкина, Серебренникова, Богомолова. Он вытаскивал постоянно из других театров, переманивая к себе талантливых людей. Бутусов, Карбаускис и так далее. Почему? И так далее. Потому что он пришел в 2000 году, он пришел и говорил, а где зрители? Все время. Это ужасно. А где все? Он отменил репертуар. То есть он сказал, что спектакли будут играться 3 раза в неделю только. Не каждый день, да? А раз не ходят, мы берем время на то, чтобы создать новый репертуар. И дальше он планомерно стал делать то, за что его ненавидели все. Его ненавидели за коммерцию страшную, потому что он, например, позвал Машкова, чтобы тот сделал спектакль номер 13. Это самый хитовый спектакль, в общем, там, не знаю, всех времен и народов, где Миронов, очень смешно, и Авангард Леонтьев разыгрывают абсолютно такую бродвейскую бульварную комедию. Позвал Машкова или Миронова? Машкова поставить, Миронова сыграть. Жар! Какой поцелуй! Так, сами идти не можете, да? Так. Чуть быстрее, ага. Плюс он позвал всех артистов из Табакерки, который на тот момент у него был его театр, да, подвальный, которые были звездами. Это были Миронов, это был Машков, собственно, это был Угрюмов Сережа. И он на них ходили. И он вызвал их, что, конечно... То есть, смотри, коммерция, да? То есть, почему вы ставите такую пошлятину на сцене главного театра страны, главного государственного драматического театра идет какая-то бульварная комедия? Это был как бы первый этап.
Он позвал артистов со стороны, что вызвало ненависть труппы, почему как бы не мы играем, а какие-то, значит, непонятно кто. Дальше он позвал этих ментов из Питера, каких-то из сериала, не пойми кого. Хабенский, Парижников, тогда еще были ребята из ментов. Трухин. И дальше, что самое, конечно, жуткое для всех, он позвал Серебренникова, который на тот момент поставил 2 спектакля в Москве. В Ростове он поставил 2, по-моему, 2. «Пластилин» и «Откровенные полароидные снимки». Ну, скажем, в спектакле «Откровенные полароидные снимки» была сцена, где нынешний худрук театра Пушкина Писарев лежал, вот так у него, значит, поднимался отсюда шест, а Юра Чурсин висел на этом шесте и ногами, как бы, ну, это был такой образ гейской любви, и ногами как бы его возбуждал. Ну, была такая сцена, такая пьеса драматурга Рейвенхилла. И вот Табаков отправляет во все концы Хенкину, Смелянского и всех своих помощников, чтобы ему искали талантливых людей. Хенкина приходит, говорит, это круто, Олег Павлович, я не знаю, это крутой, мощный спектакль. Приходит Табаков, говорит, все, ты будешь ставить. И Серебренников начинает ставить каждый год спектакль за спектаклем. 2-й или 3-й спектакль «Изображая жертву» с монологом мента. И Табаков говорит, это круто. Да, при этом, когда едет МХАТ на гастроли в БДТ в Питер, люди выходят и хлопают дверьми с криками «Позор!». МХАТ «Позор!». То есть он вот просто уверенно вошел в это все и своей большой улыбкой Матроскина улыбался под крики «Позор!». Потому что он понимал, что это как бы все это в истории. Это круто, это настоящая современная драматургия. Он понимал, что Пресняковы — это люди, которые на уровне, там, не знаю, Чехова в свое время чувствуют сегодняшний день, что это большая талантливая драматургия, что Серебренников — большой современный режиссер. И он говорил, значит, это будет в Амхате, в Государственном театре вот так. Я видел ситуацию, когда один белорусский парень, драматург, принес, и ему вдруг понравилось. Он вообще загорался раз на раз. Слушай, ты читал? Я говорю, читал. По-моему, хороший, да. Надо поставить. Парень приходит. Так, как ты оцениваешь эту пьесу? Что? Ну как? Ну что тебе платить? Что получить, чтобы мы эту пьесу сразу, вот, эксклюзив у МХАТа? Ну я не знаю. Уходит в свою дальнюю комнатку, это его финансовый, выносит 10 тысяч, говорит, на, долларов. Пьеса за нами, долларов, конечно, да. Пьеса наша не поставила, я ничего, отдал тот парень. Как идеальный муж Богомолова появился в МХАТ? Когда Костя пришел в Амхат на большую сцену, он поставил сначала события Набокова, потом предложил идеального мужа. И, в общем, Олег Павлович мог предположить, чего от него ждать. Ну, конечно, такого даже он предположить не мог. Все, что потом возбуждало всех остальных, его оставило абсолютно спокойным. Ему все понравилось. Так, а что началось? 1 и 3 акты «Идеального мужа» — это, собственно, переделанный Костей в шоу «Канва идеального мужа» с придуманными им персонажами и с разного рода перформансами, которые так возбуждали публику. А 2 акт — это, собственно, Дориан Грей и тоже множество Костиных идеальных придумок театральных. В конце концов, на монологе Дориана взлетала полуобнаженная женщина, ее поднимали наверх, и она висела посреди сцены на всем этом монологе от тленности и бренности всего сущего. И почему-то, значит, какие-то злопыхатели узрели в этом образ Христа, которого, значит, Костя так оскорбил, и МХАТ за ним последовал, и Табаков. И стали писать всякие разные письма, доносы и выступать за бедных верующих, которые оскорбили. Очень было много судебных дел. МХАТ ходил во всякие прокурорские проверки, писали всякие экспертизы, доказывали, что не хотели обидеть верующих, что это художественный образ. Табаков эту борьбу как комментировал? Почему он вписался за Богомолова в этот момент? Потому что это очень талантливо. Потому что это мощно, ярко, умно, художественно. Потому что сам не заметил там и не увидел никаких оскорблений никому. Это карикатура, это на наше общество, в котором мы живем, существуем.
смотрим на сцену и думаем, ага, это же точно не про меня, это про соседа, который сидит рядом со мной. Конечно, он потрясен был, когда принесли свиную голову к подъезду художественного театра, к основной сцене, входу. Энтео и его сторонники. Сказал только одну фразу, которая меня потрясла. Он сказал, все, черная сотня пришла. Это правда, что к Табакову приходили из Министерства культуры и просили убрать Богомолова? Он пришел очень загруженный в свой кабинет, долго что-то обдумывал. И потом мне сказал, представляете, какой-то замминистра приходит ко мне и просит слить режиссера. Я говорю, а кого? Так кого? Богомолова. И что вы ему сказали? А что я ему мог сказать? Чтобы он отправлялся в свое замминистерское хозяйство. Я думаю, он по-другому сказал. По-другому сказал, да. Да. Я его послал. И он пошел. Но он пережил такое количество министров, замминистров, генсеков, президентов, что, я думаю, он мог себе это позволить. Как ты думаешь, вот это желание постоянно окружить себя молодыми, сделать что-то для молодых, придумать что-то такое, чтобы молодые ценили, это делалось в том числе, чтобы и после смерти оставаться здесь, или по каким-то другим мотивам? Я не думаю, чтобы он вкладывал, то, что вот, после смерти вот, будут молодые, как бы. Это было не для этого. Просто ему, вот, повторюсь, ему нравилось помогать людям, он любил это делать. Ему доставляло это кайф. То есть ни в одном другом театре, кроме театра под его руководством, людям не платили за то, ну, как бы не платили за ребенка. То есть, как бы ты приносишь свидетельство о рождении в театр, в МХАТ или в табакерку, приносил. И тебе платят там 20 тысяч в месяц сверху. Не из бюджета. Тебе там большинство актеров, которые здесь работают, получили квартиры благодаря ему. Они не близко там, но все равно это их квартира. Табаков же человек, который признавал телефонное право. Угу. Как вы к этому относились? Он считал, что любой вопрос можно решить по телефону. Я слышал истории, что чуть ли не Новосибирск, у кого-то проблемы с военкоматом, из перспективных актеров. Именно так, да. И он звонил, или Да. чуть ли не у родственников кого-то из актеров. Он звонил и говорил, артист Табаков? Да, здравствуйте, это артист театра и кино Табаков. Своим этим голосом. Там военком какой-нибудь замирал на другом конце провода. Говорю, здравствуйте, Олег Павлович. Слушай, дружок, говорил он, ну давай поговорим о каком? Вот об этом-то. Мне тут актер один, сейчас у меня спектакль на выпуске, ему совершенно никак нельзя никуда идти, потом он обязательно пойдет. Это я тебе клянусь. Че ты приезжай в Москву, мы с тобой посидим, выпьем. Обязательно. У тебя мой телефон высветился? Ну давай, вперед. Все. И быстро вешал трубку. И так в детские сады и прочее. Точно знал, куда пойти, и все бумажки были подготовлены уже, чтобы попросить деньги на строительство, а здесь увеличить бюджет, а сюда надо обязательно пойти, подождать Лужкова, перекрыть ему дорогу, чтобы он разрешил похоронить кого-то на Новодевичьем и сделать это немедленно. И всех оттеснял, становился таким большим человеком в проеме дверей, никого не пускал, давал свою бумагу. Куда было деваться? Как это сочеталось с его постоянным желанием прогресса, в том числе театрального? Он очень долго жил в этой стране и пережил многие режимы, поэтому знал прекрасно, что телефонное право, оно работает всегда, к сожалению. Но он его не использовал в каких-то корыстных целях, только чтобы облегчить жизнь своим актерам или своим близким, или близким близких. По-моему, это благородно.
Вот там был писатель такой из детей испанских иммигрантов 30-х годов, родившийся в России, без одной руки, без одной ноги, воспитывался в детдоме, в сиротском доме, несчастье. Описал в повести «Белым по черному» или «Черным по белому» невиданный. Марина Брусникина решила поставить у нас на новой сцене, инсценировать все. Но надо же... А он уехал потом, вернулся в Испанию. Это уже в 90-е годы. Но надо же получить разрешение автора. Олег, позвони ему. Но он же, если здесь в России жил, он тебя знает. Он говорит, откуда он меня знает? Соединяет, нашли телефон. Алехандро. Здрасте, это говорит, это обычно его, это говорит актер Олег Табаков или артист театра и кино. Это говорит артист театра и кино Олег Табаков, тот на том конце провода, Алехандро. Олег Павлович, это вы? Он говорит, что? Нет, это честно вы? Говорит, ну я. Скажите что-нибудь голосом кота Матроскина, говорит испанский мальчик. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такой. И он что-то говорит, мгновенно. То есть важнее электронной росписи, важнее всего. То есть он идентифицирован миром как представитель этой страны. Юрий будет дуть будет Юрий. Я помню, была сдача какого-то спектакля неудачного. Мы сидим в кабинете, и он сидит такой недовольный, и все, значит, думают, что же делать с этим спектаклем, что это спектакль, на что-то злятся, все какие-то эмоциональные, он молчит, сидит. Я вообще с краю тоже молчу, я только зеленый почему-то там оказался, и вдруг он такой мне говорит, смотри, ботинки у меня какие. Хорошие ботинки? А что не говоришь, что хорошие? И сидит дальше. Опять все обсуждают, так, она говорит, а вот если бы там вот героиня главная, вот она так шла, там такой у нее длинный был проход по декорации, это очень красивый, очень скучный. Шла, и в конце в дерьмо вступила. Вот так. Вот, то есть, вообще, на самом деле, совместимость вот этого вот магната, театрального магната, да, всероссийского кумира и такого вот простого человека, она, конечно, всегда приводила в восхищение и недоумение. Он очень любил брать звонки на чужие... Вот лежит телефон чужого человека, ну, там, какой-то ассистентки кого-то. Я помню, это был мой первый с ним разговор по телефону. Вот таким голосом говорит, алло, слушаю, артист Табаков. Вот так, какими-то мультиками разговаривал, человек звонил, там, отпроситься на съемки, вот так. Думал, так, все, сейчас у меня там месяц, меня позвали там в классный серик. Попробую отпроситься у там какой-то женщины, которая управляет там труппой и отвечает за графики. Там вот этот вот голос, человек входил в ступор, в страх, не понимал, что происходит, и вешалась трубка. Вот он так управлял весело. И это же ведь Станиславского девиз «Легче, выше, веселее». Спектакли так надо играть и жить так. Юрий будет дуть будет Юрий. Табаков называл Сталина усатым. Угу. Я так понимаю, что это пренебрежение. Ну, Юра, он же был настоящий шестидесятник. Поэтому, когда усатый сдох, возник современник. И подуло свежим воздухом. И этот момент был поворотным в жизни страны, и в его особенно. Он был маленьким мальчиком и уже был одним из членов правления «Современника». И «Современник» свои первые годы, ведь это было то, что он пытался потом сделать с Кириллом в художественном театре. Прорыв. Ну, не будем называть это оттепелью, но, во всяком случае, открытое окно. Все новое, что можно было использовать, говорить, не стесняясь, не оборачиваясь, без метафор, только используя художественные метафоры. Для него все, что было связано с Иосифом Виссарионовичем, было ужасно. С одной стороны, Серебренников-Богомолов, с другой стороны, классический театр. Как это возможно было? Ну, он постепенно это вырабатывал. Знаешь, Серебренников появился, кстати, это он его привел. Меня обвиняли, но вообще, на самом деле, это он его привел. Он посмотрел «Пластилин», его спектакль. И он мне говорит, слушай, я увидел этого парня. Ну, это, конечно, не мое, ты сам понимаешь, но он талантлив. И мы сговорились, он поставил «Терроризм» в художественном театре, потом «Лес» с Наташей Тиняковой, замечательный, потом, ну и так далее, и так далее. Он уже поставил 7 или 8 спектаклей.
И в какой-то момент, и он прекрасно, и Кирилл многократно говорил, Табаков — это не мой артист. То есть вот так, если бы я его выбирал, нет, это не мой. Но я поражен его способности, привлекающей, собирающей способности, то есть людей разных, совершенно, может быть, иногда для него как бы опасных и так далее, художественно опасных. И он его привлек. В какой-то момент я, будучи тогда ректором, говорю: слушай, давай дадим ему... Он был заведовал кафедрой у меня актерской, Олег. Я говорю: давай попробуем, дадим ему курс набрать. А вообще набрать курс, это он знает еще по своей юности. Что такое мастер, который... И он набрал ребят, вся школа встала, ну как, кого, каких-то гоблинов привел, там кто-то... Вчера один из этих гоблинов, я смотрел, не помню, «Дождь» или что-то, Саша Горчилин, фильм сделал «Кислота», и который сразу поднимается на какой-то рейтинг, такой важный для страны. Это его ребята, это те, кого я набрал. Он защищал до последнего. Табаков? Табаков защищал. Гоблинов защищал, его защищал. Он считал, что он имеет право пригласить такого человека в художественный театр. Как в художественный театр? Там, знаешь, с каркающим клёкотом, Серебренников, кто такой? Без образования. Это никто не помнит, что Станиславский тоже без театрального образования, и Немирович без театрального. Но уж что Серебренников ГИТИС не закончил. И что? И что? Который познал все сам. Он работает и как декоратор, и как художник, как режиссер. Но дело не в этом. Он набрал этих ребят. И вот я могу сказать, за 15-18 лет работы в руководстве школы никогда не было ситуации, когда этот курс через год стал отличаться от всех. То есть какая-то вакцина общественного сознания, понимания, где живешь, где... Совершенно другие ребята. И вот они как развились в этом центре Гоголя, и один пошел в это, в одно. Все музыканты, все читают по нотам. Все... А я правильно понимаю, что это чуть ли не первый случай, когда вот этот курс Серебренникова, такой американский тип, когда они и играют, и танцуют, и поют. Абсолютно. Это же редкость для русского. А он обожает это. Он же сам строит все. Это платформа, это вся. А это редкость для русского? Редкость, потому что пригласил замечательного Сашку Маноцкого, композитора, который обучил их. Они по нотам все читают. Пригласил ребят, которые половину курса на чем-нибудь играли. Они музыканты, они молодые русские интеллигенты, с которыми, значит, заваривается дело. То, что он из этого сделал свой театр, это же современник-то. Для Олега-то это модель рождения нормального театра. Вы обсуждали с ним дело Серебренникова? Нет. Я знаю, что в момент первого суда, не знаю, можно об этом говорить, нельзя, но это, как бы, мне кажется, важно. Он звонил Бастрыкину и просил во время суда за Серебренникова, что вот как бы... Когда еще до дела уже там что-то им предъявляли, он узнал, что в Гоголь-центре, в театре Кирилла Семеновича проблемы с деньгами, сразу же 3 миллиона из табакерки, ну, могу путать цифры, 3 миллиона из МХАТа. Сразу просто вот все, звонит директору табакерки, звонит, значит, бухгалтерия МХАТа, шик, не задумываясь. Мой как бы, он у нас ставил 10 лет, Серебренников. Никакого отношения Гоголь-центр к Табакову не имел на этот момент. Никак. Это вообще был городской театр, МХАТ федеральный, как-то федеральный, да? Все. Он со мной. Это мой, не ученик даже, он у него не учился никогда. Он мой. Юрий будет дуть будет Юрий. Художественный театр — это театр, который всегда зависел лично от Сталина, уже после революции, от партии, от велений власти и так далее, и так далее. И Олег прекрасно понимал, что это такое. Не табаки. Ни один театр в Советском Союзе так не зависел от власти, так не зависел от направления умов, как художественный театр. И он пришел в этот театр, не будучи тогда знакомым с Владимиром Владимировичем. Он пришел при нем, когда умер Ефремов, и, по-моему, вообще 2 раза был на похоронах артистов, когда умер Ефремов в Амхате и когда умер Олег. И когда он как бы был утвержден, он пошел на первую встречу, незабываемое, кстати, впечатление. Галстук нацепил, он вообще не носил галстук. Все, мог прийти, кстати, на совещание в Кремль в какой-то коцовейке. Все так на него смотрели, как на идиота, что, мол, ты что? Ну, артист, понимаешь, он всегда должен был... Я же не чиновник, я не могу ходить сегодня в галстуке. Ну, пошел что-то. Вернулся задумчивый и говорит: ты знаешь, странное какое-то чувство. Мы же не знакомы с Владимиром Владимировичем. Он его дружески всегда называл подполковником или полковником, как-то он так. Подполковник вот сделал там то-то, то-то. И я с ним не знаком. Но, знаешь, он на меня так смотрит, улыбается почему-то. Я говорю: а что? Ну, знаешь, вот когда человек, который любит какого-то артиста, рядом с ним то ли фотографии подписать, что-нибудь. Я говорю: что?
А потом я подумал, почему как-то ко мне так подчеркнуто хорошо относится. И я вспомнил его биографию. И помнил, что когда он учился в Академии ФСБ, я-то уже сыграл генерала в фильме «17 мгновений весны» начальников немецкой разведки. Я говорю, ты думаешь, это субординат? Ну, как тебе сказать? Когда фильм презентовали в клубе КГБ на Лубянке, знаешь, напротив там, Андропов, который был спонсором, комитет заказывал этот замечательный, великий по-своему фильм «17 мгновений весны». Ну, так. КГБ заказывал? КГБ заказывал. Ну, а как же? Ну, как же. Теперь знаю, да. И, значит, там играет... И Шелленберга играл Олег с этими ямочками фашистскими. Ну, никто же никогда не мог придумать, что можно на Шелленберга назначить. Надо было мордоворота. И вдруг один из самых обаятельных артистов России. И Андропов. Вдвигает его в эркер. Там, в этом клубе я там никогда не был, не знаю. Он выше Олега был, здоровый такой, над ним навис. И говорит, интонацию передаю. Олег, так играть фашистского генерала... безнравственно. Ему страшно он нравился, потому что он сыграл не то, что народ ожидал. Сейчас это чувырло будет. Да, кстати, он говорил, Олег, что он получил открытку, я не знаю, получил он, не получил, от племянницы Шелленберга, где она благодарила его за очень хорошо показанный образ дяди. Это было открытие года литературы. Он происходил в художественном театре. Все ждали Путина, все было перекрыто. Мы, значит, жили несколько дней в осадном положении. Все ходили с паспортами, всего боялись. Ходили собаки, нас нюхали. Вот. Долго выясняли, как он пойдет. Через первый, второй, третий. Такая конспирология. Всех хотели обмануть. И Олег Павлович, значит, стоял и встречал его. И он зашел, он говорит, Вова, привет, что ты так легко одет. Тот Вова. Прибалдел. Да. Ну, ему, значит, быстро сняли его курточку, одели пиджачок красивый. А он говорит, а я тебе хотел рассказать, у меня тут парень завелся, молодой, 22 года, ему такой поставил антимилитаристский спектакль. Приходи, вот прям хочу похвастаться. Приходи обязательно. Тот сказал, обязательно, Олег Павлович. Все непременно буду. Но не пришел. Ну, на антимилитаристов. Конечно. Во-первых, не пришел. Во-вторых, ему, наверное, на малую сцену нельзя ходить. Там же нет лож. Спрятаться некуда. Прекрасная фотография в кабинете, она висела у него в кабинете, когда, значит, первая, по-моему, их встреча, это какой-нибудь 2005-2006, и это редкая фотография, на которой Павлович стоит вот так, а Путин стоит вот так. То есть он к нему тянется, а не наоборот. А Павлович прям вот так стоит. Как складывались его отношения с властью? Вот как он говорил про министров и каких-то как бы очень решающих таких людей во власти. Вот уже когда я там с ним был знаком, он говорил, это министр времен Олега Табакова. Министр времен Олега Табакова. И вот эта фраза, она, в принципе, настолько точная, честно говоря, потому что кто был при Станиславском министр культуры? Кто был при Эйзенштейне министр культуры? Сталин был как бы министр культуры, министр всего. Министр культуры — это министр времен артиста Табакова. То есть он, на самом деле, адекватно оценивал свой масштаб, понимая, что его талант в том, что он способен произвести массу талантливого контента, как сейчас модно говорить, и воспитать кучу суперучеников. То есть, если бы ты был на его похоронах, ты бы ахнул, потому что там были просто все. И это не были люди, которые там для галочки пришли на похороны 200 человек. Это были люди, каждый из которых имел некую историю с Олегом Павловичем, был его учеником, или с ним работал, или как-то пересекался, и каждый за что-то был благодарен реально. Вот у каждого была какая-то маленькая история про то, как он там где-то, когда-то, как-то им помог. То есть, к чему я это говорю? К тому, что он понимал, что его призвание не в борьбе с властью, не в том, что он должен отставить какие-то там свои позиции, а в том, что вот он должен пахать. И он всегда об этом говорил. Он один раз пришел на канал «Дождь» в передачу «Hard Day's Night». И я помню, мои бабушка с дедом, очень умные люди, посмотрев эту передачу, сказали, как он их всех уделывает. Вот они там все пилят. А вот, Олег Павлович, вот у вас идет идеальный муж, а сами вы что? А вот у вас там работает Богомолов, а сами вы что? А он там то Матроскину в круг, то
Вот он там то Матроскиным отвечал, то просто говорил о том, что, ребята, вот когда я пришел, была заполняемость 30% зала, а сейчас 100%. И он так клал на них болт откровенно, что они все думали, вот он как мыло просто выскальзывал, но при этом, в этом не было никакого ехидства и вертлявости, а он просто давал им понять, мне посрать. Да, я там подписал какое-то письмо. Кстати, что касается там Крыма, я думаю, он искренне его подписал. Как многие люди его возраста. Ну и так далее. Я сейчас не буду, я не знаю реальных его политических взглядов, потому что надо было построить малую сцену в начале 2000-го. Дал на нее деньги Ходорковский. Надо было сделать ремонт на Большой. Дал на нее деньги Путин. Беру. Беру от Ходорковского, беру от Путина. Хотите финансировать мой театр? Возьму. Ну вот он так на это смотрел. Мое призвание — выпустить как можно больше крутых кадров. Я вижу человека, я знаю примерно, он действительно как какой-то медиум знал поле, которое человек покроет своим талантом. Вот он видел, этот настолько, этот настолько, этот настолько, но я тебя возьму. А этот настолько, я тебя возьму. Ты режиссер такой-то, ты ненавидишь режиссера такого-то, у вас страшные какие-то шашни, всю дорогу вы, значит, полярно смотрите на театр, похрену, ты будешь ставить в апреле, а ты будешь ставить в сентябре, а ты потом опять будешь ставить в марте, а ты будешь опять ставить в октябре. Работайте. Мне плевать, какие у вас взгляды, что вы там, кто за Собянин, кто против. Вы будете работать, и я вам буду, потому что вы талантливые люди. Ну смотри, со стороны это выглядит что-то вроде идеального образа начальника. То есть человека, который готов ради того, чтобы быть отцом-солдатом, готов быть слугой царю. А теперь смотри. Приходит Матвиенко и говорит, снять футболку с Трухина, там у него была, она Трухина не любит, там за сосули, там что-то он где-то там какие-то сосули простебал там в Питере. Снять футболку вот с Путиным, спектакль Серебренникова «Зойкина квартира», он там в футболке с Путиным, Олег Павлович, побойтесь вообще Бога, футболку снимите. Валентина Ивановна, а приходите еще раз на этот спектакль. Она, значит, уходит, разведя руками. Что это такое? Это хорошо, плохо? Это за власть, против? Это, да, это начальник, который не даст в обиду никогда своих, не сдаст. И это гораздо больше, как в конечном счете показывает, в общем, история, чем рвать и метать там на передовой. Но это надо обладать таким талантом, как Олег Павлович, чтобы так. Я слышал, что он называл себя, когда звонил по телефону, он называл себя попрошайка табаков. Точно. Звонил, например, какому-нибудь банкиру и говорил: привет, там, Вася, Петя, Коля, это попрошайка табаков тебя беспокоит. Тот, значит, вздыхал, видимо, и говорил: да, Олег Павлович, что вы хотите? Ой, слушай, мне так миллион сейчас нужен. У меня запускается новая сцена, мне не хватает оборудования, я тебя прошу. Тут говорил, там, миллион не могу. Он говорит: а сколько можешь? Ну, 500 тысяч. Ну, давай, кидай. Сейчас тебе позвонят, быстро пришлют тебе все реквизиты. Давай. И быстро вешал трубку. Ничего не оставалось. А знаете, почему мне дают деньги? Почему? Ну, я подозреваю... А как вы думаете? Харизма, заслуги. Маризма, это все слова. Иначе пойдут в дело. И ворую, и успешен. Для него многие самые высокие нынешние руководители страны – это имена. Сережа Шойгу, Антоша Вальна. Там, это как я... 80-летний артист, это молодые ребята и так далее. Но он мог пойти, 80-летие он праздновал. Знаешь, как внизу все пьют там в портретном фойе, столики стоят, все, а наверху там избранная компания, кооператив «Озеро», какие-то самые-самые, из мира театра, по-моему, Шура Ширвин, Марик Захаров. И он пошел туда по столам ходить, ему надо пройти, и там он выпил явно. Входит наверх, сидят все. С чего он начинает? Это, с одной стороны, можно сказать, Гайер вообще-то, но продуманный, думаю, продуманный. Он говорит так: да, ребята, я там побыл, все хорошо, а вот знаете, я вам хочу что сказать. Все так. Вот кто помог художественному театру, когда я сюда пришел, вот первый год-два, когда там то-то, 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 Миша Ходорковский. Все так глаза. Он первый дал большие деньги, я писал же его на афише МХАТа 3 года, пока не было судебного решения. А Путин это слышал? Я откуда знаю. Но Путина там не было. Его не было. Нет, но были все, кто после Путина были.
И вот я наблюдаю за его отношениями с людьми власти, это поразительно. Никогда вот этого не было. Никогда. У нас же был попечительский совет в Амхате. Туда входил и Греф, и Улюкаев, надо сказать, и, который стихи читал нам, и там, я не знаю, Шойгу, конечно. Он был тогда в МЧС. И помогал очень. Слушайте, у нас страна, которой, если артист, руководящий крупнейшим театром, не имеет этих связей или к нему не относится как вот по должному, он считал, что Ефремов проиграл в 90-е годы, поскольку полностью от Ельцина отвернулся. И Ельцин не считал, Ленком был главный театр, он туда приходил, а МХАТ это что-то не то. Олег Горбачевец был, поэтому все. Олег этот, второй, у них же разница, оба Олега, но один Лёлик, а второй Олег. Понимаешь, что это немножко разные амплуа. Один социальный герой, а второй комик. Он же играл при нем, он Мольера, а этот играет слугу Бутона. Это гениальное распределение, который тоже все понимает. Не говори, что ты, нас уже повесили, там то-то, то-то. В МХТ или в театре Табакова выходил спектакль по пьесе Владислава Суркова? А в театре Табакова около нуля. Что это было? Это был блат или это действительно спектакль, который заслуживал того, чтобы идти в одном из главных театров страны? Понимаете, вы удивитесь, наверное, но текст, он Табакову понравился. Он бы не стал делать текст, который бы ему не понравился. Он его возбудил. Можно по-разному к этому относиться, но это так. Он искренне считал, что Сурков писатель. Ой. Ага. Вот. Несмотря на прекрасный вкус. В результате вышел этот спектакль, который недолго прожил. Не потому, что Суркова сняли с его тогдашней должности, а потому что его было очень трудно собирать и играть. Там было очень много приглашенных артистов, и технически он был очень сложным. Но он был такой красивый, такой яркий, такой мощный, так виртуозно Кириллом придуманный. Это было такое зрелище. Если бы мы не знали, что это Сурков, это был бы хит. Вот так. Но мы все знали, что это Сурков, поэтому мы кусали Табакова и Кирилла до крови. Почему кусали? Ну, потому что от них совершенно не ожидали конъюнктуры никакой. Вот. И все сочли, что это такая прямая конъюнктура. Вы сейчас имеете в виду уже не маркетинг, а политическую конъюнктуру? Именно. Но это не так, уверяю вас. Им просто понравилось? Да, так тоже бывает. Я помню вот ситуацию с Сурковым, который, конечно, очень умный человек и очень понимающий чего, когда в какой-то момент был разжалован и ушел оттуда. И я захожу в ресторан художественного театра, у нас есть доктор Чехов. Пустой ресторан, 2 часа дня, я пошел пообедать что-то. Они сидят втроем. Олег, Сурков, сын его Антон, Олега, и Жень Миронов. И Олег, будучи очень таким, знаешь, Толь, давай садись. Я говорю, нет. Я вижу, он с такой студенческой такой худ. Я сел, что-то поел, и, уходя, подхожу к их столу и говорю, Олег, там то-то, 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 я тебя наверху подожду. И Суркову, с которым я знаком однажды, когда-то познакомился, говорю, Владислав Юрьевич, а вы не огорчайтесь. Ну, эта ситуация ваша описана во многих книгах мировой литературы. На что тут замечательно отвечает? Анатолий Миронович, я знаю, что это описано. Я эти книги не читал. Я эти книги читал, но я никогда не думал, что это про меня. А в самой пьесе была художественная ценность? Или все-таки это было желание вот как раз ту дистанцию с властью, ну, то есть это был важный шаг для дистанции с властью? Около нуля? Да. Нет, это абсолютно честный, бескомпромиссный художественный спектакль, написанный человеком, который, может быть, представлял себе, что он играет, так сказать, с Россией. Я смотрел, да, этот спектакль вызывал чувства иногда тошнотворные от сюжета, от людей, от ситуаций, но там не было ни грана, как сказать, это то, что Серебренников делал в лучших своих работах, но ему не зачли, что это произведение, этот текст написан этим человеком, мне кажется. Вот это вот сыграло. Он говорил, а мне легко с ними общаться, я их всех играл в кино. Я знаю, как с ними говорить. Я же их всех сыграл. Про одну из встреч с Владимиром Владимировичем, которая происходила не на нашей территории, а на его. Это был какой-то совет по
очередной по культуре, и Олега Павловича вызвали с дачи. И он, не заезжая домой, приехал на эту встречу, где все были в черных парах с галстуками, в таком своем обычном наряде, в матросской майке. Тельняшки. Тельняшки, да, это он очень любил. Это была его такая главная форма одежды. В бейсболке, в кроссовках, в джинсах. Вообще абсолютно как такой дачник. И с пакетами. Он всегда ходил со всевозможными пакетами, в которых было много еды. И когда охрана пыталась у него вырвать эти пакеты, он, значит, не отдал. И всегда вынимал эти все свои соки, какие-то сухари. И пытался всех угостить. Все с недоумением на него смотрели. И говорят, что, не знаю, достоверно ли это, что первое лицо это заметило, и когда у Олега Павловича были какие-то проблемы, а они были, и Олег Павлович куда-то звонил, ему сказали: Олег Павлович, а он очень обижен на вас за то, что вы пришли так непартикулярно. Непартикулярно? Да. Ну, что делать? Весь он дурак, значит, обидится. Ну что ж. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты смотрел фильм «Шерли Мерли»? Да. Как ты реагировал и какие эмоции у тебя сейчас вызывает? Ну, великая фраза. Я этого пидора в Химках видел. Деревянными членами торгует. Капитан! Этого пидора в Химках видал. Деревянными членами торгует. Для меня, ну это как бы можно звонок поставить. Это вот что-то, дух того времени. Вот, ну как бы круче быть не может. Вот как бы я, наверное, мечтал бы когда-нибудь что-то вот подобное сыграть. Ну потому что, ну прям вот, ну в принципе фильм помнят за это. Ну по чесноку. По чесноку. Я ж не персон, и тесть у меня сенатор. И вот когда он знает... Владька! Молодой, бля! Не колись! Держись до последнего. Суходрище, помолчи. А ты кончай придуриваться. Вот сказануть такое и просто кайфовать на съемочной площадке, мне кажется, вот, ну как бы, это прям такой топ. Современники играли спектакль с Михаилом Казаковым. Какой спектакль, где у Михаила Казакова была роль рассказчик, а у Табакова какая-то там другая роль. Я, честно говоря, даже не помню, что это спектакль, это ужасно, но умные люди все это, значит, подтвердят. Короче, они играли, и у Казакова был какой-то длинный монолог, который он очень так долго и довольно пафосно, как он умел, там декламировал. И Табаков проходил у него за спиной и говорит: такому рассказчику хуй за щеку. Тихонечко, да? Да, ну, конечно, зритель сидит. Значит, идет спектакль дальше. А потом сбор с Волчек. Казаков говорит: я не выйду с ним больше. Что это за культура? Это бескультурие театральное. Что происходит? Значит, Табаков говорит: все, я обещаю, больше никогда, пожалуйста, не увольняйте. Все, извините, вырвалось, больше не будет. Значит, следующий спектакль, это там, не знаю, через месяц, идет этот монолог, он его долго читает. Табаков молчит. Проходит молча мимо него, Казаков аж ждет, наверное. Значит, выходит за кулисы, поворачивается, Казаков так на него глядит, и он ему из-за кулис. Потом у него была офигенная привычка, которую просто надо брать на заметку. Когда к нему кто-то приходил в кабинет с какой-то адской предъявой, один, например, молодой человек, неважно кто, сильно напившись, пришел к нему прям с предъявой и, в общем, даже по делу. Актер. Да. И он к нему вошел в кабинет, и Табаков сделал гениальную штуку. Он оставлял человека одного в кабинете. То есть он, понимая, что сейчас какой-то очень будет длинный, вязкий разговор, он говорил: ой, да, мой милый, это очень сейчас, одну секунду. Уходил, и человек сидел там типа 40 минут, просто в пустом кабинете Табакова, и в итоге уходил. А Табаков домой уже уехал давно. Кот Матроскин, который стал его национальным, так сказать, имиджем. Откуда это, Олег? Он говорит: ну так Антошка в детстве говорил. Ты знаешь, как дети говорят? Хитрость колоссальная. Это же Простоквашино. То есть он дал стране образ, а это для моей пользы. Знаешь, вот это вот. То есть он сам был таким, и кстати, с колоссальной купеческой смекалкой. Да. То есть это человек, он играл ведь замечательно некоторые роли, мало лирических. Лирических ролей не играл. Может быть, у Эфроса вот в «Поисках радости». А играл героев Островского, особенно тех, где он абсолютно... Островский написал «Русского человека» на 200 лет вперед.
И он играл в пьесе Островского, там, купца этого, и роман у него Зудиный там, да? Играл этого чувака, который ходит по квартирам и советы дает. И в «Последней жертве» он с Зудиной играет свой роман и как бы добивается любви. Замечательные фразы, которые, мне кажется, вообще по всей его жизни. «Я это сделаю, я там, он... из бюджета не выйду». Вот это. Игрок же был, знаешь, любил играть на этих автоматах. Но игрок очень своеобразный. Не то, что... Немирович Данченко был игрок великий, влезал в долги, его выкупал театр. Это несчастье было. Ну, был игрок, как карточный игрок. А этот ходил к этому бандитам. Так, причем в глазах появлялось какое-то томление. Он говорит: Таляш, я тут сейчас на полчаса отойду, куда-то он шел в гостиницу. Через полчаса приходил. Я говорю: как ты можешь удержаться в границах? Он говорит: из бюджета не выйду. Знаешь, то есть он проигрывал определенную сумму, как только проиграл, вот у меня есть 400 баксов, пойду проиграю. Или выиграю. Один раз выиграл 12 тысяч. У него память о выигрыше. И он считал себя удачливым человеком. И он, в общем, всегда выигрывал. Понимаешь? Из бюджета не выйду. Не то, что пошел, проигрался в пух, продал квартиру. Достоевский: нет. Пошел, проиграл. Юрий будет дуть будет Юрий. Вспомни, когда ты впервые узнал об Олеге Табакове. Не познакомился, а узнал. Вот так сходу, мне кажется, я увидел фильм «Мушкетеры», и вот то, как он ест, там, помнишь, там огромный стол, и там длинный кадр в достаточно динамичном для советского кино фильме. Так вот, в этом динамичном фильме есть такой кадр, когда вдруг все останавливается, и Палыч просто ест с минуту. Там такой длинный стол с явствами, и как бы там вокруг стоит свита, и они все вот ждут, пока он доест, а он ест так очень подробно, и говорили все, все всегда про него говорят, что он очень круто умел есть в кадре, на сцене и в жизни, на самом деле. Но действительно, там, Табаков и еда — это целая глава книги его. Еда. Это святое. Как это у вас дома выглядело? Про то, как это выглядело в виде там кульков с кефиром и булками в театре, мы знаем, а дома? Он очень любил готовить. Например, он делал самое вредное блюдо, он жарил гречку. Потом он жарил... Здесь, кстати, видимо, реквизит. Лежит гречка. Так. Он жарил гречку, потом жарил бекон очень маленькими кусочками. Убирал бекон, потом снова на масле жарил гречку, добавлял лук красный, добавлял бекон, и все это минут 20 еще перемешивал. И гречка получалась такая хрустящая, типа попкорна. И это было настолько вкусно, я вот до сих пор не могу даже приблизиться, потому что я обычно пережариваю, когда пытаюсь это повторить. Когда мы там жили в Крылатском, он постоянно, раз в 3 дня он обязательно ездил на рынок, покупал мясо и делал шашлыки. Иногда оставлял мне немножко и вот так вот ел, у него была такая полная тарелка, и он, значит, сначала оставлял половину, потом четверть, потом совсем маленький кусочек. Потом говорю: ну ладно, я доем, ладно, ну что ж тут есть же, нечего, ладно, вы не обидитесь на меня. Да, вот я хотел рассказать про парижский ресторан. Что-то у нас там было какое-то, не знаю, заседаловка. Пошли в ресторан. Паша Лунгин был, еще не помню кто. А Олег, когда оказывался в ресторане, то есть в царстве еды, с ним что-то происходило. Какой-то театральный инстинкт просыпался. Подошли 2 официанта, 2. И он говорит: ну, значит так, милый. Он не считал, что они должны понимать русский, но ты понимаешь интонацию. Значит, я хочу, значит, даешь мне пиво, туда амаретто, немножко амаретто, значит, начинает заказы, и, значит, гляжу, у них ноздри, вот эти брови вот так. Извините, сэр, сейчас зовут менеджера, что пришел сумасшедший какой-то. Приходит, он говорит: так, сынок, значит, я тебе говорю, вот нужно это сочетание дикие, которые он обожал. Приносят, и он ест, все получают удовольствие. И им, какой гость из России. Расплатился за всех, все. Выходим, и стоит у богатого ресторана в шляпе, в черной, темнокожий человек печальный. Олег подходит к нему буквально вот так вот: ну что, милый, будет и на твоей улице праздник. Это вот типичный Табаков. То есть степень... Я дедушка Крылов, я одновременно Державин, да и Пушкина знаю. А на самом деле я артист, лицедей, и это самое главное. Этим и живу. Вот и все. Юрий будет дуть будет Юрий. Он был невероятным патриотом Саратова. Как это сказывалось на тебе, человеке, который, в общем, жил только в Москве? И... Мы туда ездили каждый год.
Мы проводили там по месяцу, по 3 недели. У него там брат сводный живет, он работает в институте «Микроб», или как-то так он называется. Такое закрытое очень место. Мы у него останавливались, там у него коммунальная квартира возле пешеходной огромной улицы, где есть Место Арбатова, да? Вот. И мы там тоже по недельке жили в коммуналочке. Прям в коммуналочке? Да. Олег Павлович жил в коммуналочке? Да, я, папа и брат папы. То есть вы мужской тусой туда приезжали? Да. Нет, ну брат как бы там жил, потому что он не мог выезжать. И, к сожалению, из-за этой специфики его не было на похоронах, потому что там за 3 недели или за месяц надо писать просьбу, чтобы уйти. А они близки были при этом? Да. Он, знаете, подходил ведь к каждому звонку. Такой редкий человек. Когда звонил телефон, он подходил ко всем. Мне кажется, телефон Табакова был известен всей стране, а особенно жителям Саратова. Потому что они звонили ему бесконечно. Они просили его приехать на открытие детского сада или устроить ребенка в детский сад, или поздравить жену с днем рождения по телефону. Им почему-то казалось, что саратовское братство располагает его к такому чрезмерному вниманию к саратовским жителям. Ну, я вам расскажу такой смешной случай, когда пришло письмо из Саратовской области, где человек рассказывал ему в подробностях, как у него сгорел дом, его какой-то свой деревянный дом, и как его тушили всем селом, но все равно он сгорел. И чтобы его восстановить, нужно 100 000 рублей. Олег Павлович вынул 100 000 рублей, отдал. Значит, хотя мы все умоляли его этого не делать, отдал, значит, помощнику. Тот пошел на телеграф, перевел. И Олег Павлович говорил, понимаете, это же все-таки мои какие-то саратовские ребята, им негде жить. Ровно через неделю пришло письмо. Мы никогда в жизни не держали таких денег в руках, большое вам спасибо, но мы гуляли всей деревней и все пропили. Поэтому не могли бы еще нам прислать, потому что дом мы так и не построили. Но на это он уже сказал, ребята, извините, нет. Какая русская история. Вот. Он пытался быть безотказным, но потом все-таки понимал, делил какие-то глупости и необязательности на те вещи, которые, как, например, устроить кого-то лечиться. Если человек ему звонил, говорил, здравствуйте, я из Саратова, вы знаете, у меня заболела дочка, я бы очень хотел вас попросить, не могли бы устроить больницу? Он, конечно, это делал. Деньги держал в больших пачках, скрепленные, знаешь, вот этим скрепкой, вот так вот отсчитывал в ресторане. Последние годы, поскольку деньги большие, и у нас же очень так это нужно купюры считать, по-моему, мы в Амхате приобрели машинку счетную, он зарплату получал, клал тут, вот это вот. Это Олег. Но в этом было какое-то великолепное презрение к деньгам, намного. Более того, он прекрасно знал и в какие-то годы уже понимал, что от него ждут, звонят. Оля Хенкина, его помощник, секретарь, она сказала, звонит вся Россия. Но у нас уже есть ответы на многие звонки. Олег Павлович в долг не дает. Это звонили каждый день. Но кому-то он давал. И более того, кому-то давал не в долг, а безответно. Я был сам не свидетелем, а участником. Заболел Миша Казаков. Его дружок по современнику, в школе-студии. Это как бы жизнь. Отношения были то хорошие, то очень плохие, всякие. Заболел он в Израиле, у него рак, он в хосписе и так далее. Он мне говорит, Толяш, а что с Мишкой, что там? Я говорю, в хосписе, очень дорого и вообще все. Он говорит, а сколько стоит вот там проживание в этом хосписе? Я позвонил жене Миши. Я говорю, как? Она говорит, 1004 в месяц, только проживание. Я прихожу, возвращаюсь к нему, говорю, вот так. Пошел в комнату, а у него, знаешь, как у купца. В комнатке был, наверное, какой-то сейф у него там. Вынимает 12 000 баксов, перевязывает их резинкой. Говорит, передай, пожалуйста, ему. Это Олег, это очень типическое предприятие. Никто этого не знает, никто никогда не распространялся. Ничего. Это, как бы часть его облика, часть его отношений с миром театра, с актерами и так далее, и так далее. Очень любил дарить ювелирные изделия.
знаешь, как вот в старом стиле, ну, кольцо какое-то, бриллиант артистский. Олег Павлович рассказывал о том, как в Саратове гнали пленных немцев, и которые потом строили и рыли дороги. И как толпа стояла и смотрела на этот строй немцев, проходящих мимо. И его мама, которая была врачом, она протянула хлеб одному из этих голодных людей, которые шли. И это было такое его потрясение, такое его мощное воспоминание детства. И он об этом так рассказывал. Наверное, тоже была какая-то для него момент до и после. Сострадания, на которое он очень был богат. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда ты узнал, что он болен? Ну, давно. То есть это годы назад? Ну, да. Сколько он прожил с раком? Долго. Ну, долго. И то, как бы, я думаю, это было раньше, чем я узнал. То есть это было до... Как бы он сам с этим жил какое-то время. Вот. Как он объявлял? Это было трагично или с той же ухмылкой или легкостью? Нет, был я, мой брат Антон, и мы сидели на кухне в Крылатском. Он просто как бы так сказал. Сказал, Марина не знает пока. В общем, вот. Он вам раньше, чем твоей маме сказал? Ну, да. Ну, как я понимаю, да. Как ты отреагировал? Я немножко не понял. Мне было тоже вот 14-15. То есть, как бы, для меня это было... Ну, типа, для меня раньше, ну, вот в этом возрасте еще люди болели. Ну, болели и выздоравливали. А потом, ну, вот... Как он боролся? Он ездил лечиться? Или просто он жил Он как здесь и жил? был. Ну, мама помогала. Как бы... Но он жил, он не делал из этого проблемы. Он просто пер вперед. Я думаю, это главное, что помогало ему. Он же играл «Юбилей ювелира», да? Это история про смерть. Коммерческая пьеса про смерть. Человеку 90 лет, ему английская королева обещала, я приду к тебе. И обсуждая с Олей Хенкиной, которая говорит, прочитайте пьесу, я прочитал. Я говорю, ты знаешь что, по-моему, надо ему показать. Ну, это про смерть. А он смертельно болен, у него рак простаты. Затянувшийся, не рано пришел. Я говорю, ну, надо дать прочитать. Вот это Табаков, это отношение. Что такое артист? Вообще играть про смерть, когда ты сам умираешь, не каждый захочет, да? Ох, это джаз, знаешь, вот американский. Так, а Табаков? Прочитал, выходит с такой улыбочкой, виноват, у него была такая улыбочка, и говорит, а я, может быть, это сыграл. И он замечательно это сыграл про себя, про свою смерть. Причем иногда вводил, тоже гаерски абсолютно, слышный, может быть, первым рядам. Знаешь, идет спектакль, и он вдруг на мотив от Москвы до самых до окраин, вдруг так, от Москвы до самых гениталий. Все артисты, это Олег на сцене. То есть я умираю, и я играю про это, и смерть — это предмет моей игры. Не бойтесь, ребята. Ничего, это тоже нормально, это тоже часть жизни, и надо умереть достойно. Смерть — это тоже нормально? Абсолютно нормально и достойно. Вы помните свой последний разговор с Табаковым? Он пришел из последних сил поздравить свою коллегу, которую искренне восхищался, Инну Натанну Соловьеву. Она театровед, историк. И великий ученый в области театра. И очень плохо выглядел. И вообще не надо было, чтобы он приходил, но он пришел, сказал, я не мог не прийти поздравить Инну. Пошел, мы его держали, потому что он уже не мог идти. Вот, потом также довели его до его гримерной, где он лег спать. Он всегда спал с 4 до 6. Что бы ни было на как свете. Испанец. Абсолютно. Южный да, у него европеец. была сиеста. Да. После дня репетиции или заседаний, или всяких чиновничьих дел
Он ложился спать, чтобы подготовиться к спектаклю, встать свежим. Вот. Ну и вот, значит, он лег спать, потом уехал домой. Больше я его не видела. Хотя за неделю до этого мы еще с ним были на гастролях, и он играл дракона в Питере. Через сколько после этого визита его не стало? Через 3 месяца. Он просто потерял сознание, упал дома. Вот на следующий день после описываемых мной событий его отвезли в больницу, и там он 3 месяца страдал. Спектакль «Мой последний светлый путь» в Амхате, 19-17 «Светлый путь», это, по сути, был последний спектакль, который он увидел. И, собственно, он в больницу попал буквально там, через пару недель после. Он входил в партер, всегда смотрел спектакли, иногда сидел в ложе, обычно сидел прямо по центру. Он входит, зал встает, аплодисменты, просто Табакову. Я тогда вот понял, что насколько его любят реально. Просто вот, знаешь, ну что ему хлопать? Он вдруг пришел смотреть спектакль. Вот просто хлопают тому, что он ходит. Простые зрители. Да, зрители пришли смотреть. Ну, это премьера, да, такие немножко. Да были бы простые, встали бы, уверен. Проходит, хлопают. 2-й акт. Антракт прошел, все погуляли. Опять все сели, он проходит. Опять зал встает, хлопает. А когда он шел через сцену, ну, он уже был очень, конечно, так, не бегал. Его ведет там директор, а Вика Исакова, которая у меня играла главную роль, когда Палыч пришел, ее уволили. Не он конкретно, но, в общем, он. Ну, так получилось, я не знаю причин. Ну, и очень трудно мне было ее позвать в Амхат, ей очень не хотелось идти, понятно, в это место. Ну, как-то она пошла, и мы, в общем, выпустили спектакль, и все было в порядке. И, в общем, я понимаю сейчас, что ты не то чтобы сильно любишь человека, который тебя уволил из места, где ты работал. И он идет, и я так поворачиваюсь на Вику, вижу, она растаяла абсолютно, вообще просто любит, в общем, по барабану. А он так встал, его ведет директор, он так держит за плечо и пытается пуговицу вот тут застегнуть под кадыком. И что-то не застегнется. И так он так прям пытается доказать некую свою мощь, там, самостоятельность. И я так стою рядом, говорю: Олег Павлович, может, это... Ну, а мне сейчас ему сдавать спектакль, первый свой на большой сцене, 70 человек, артистов занято в спектакле. Может, я, естественно, трясусь, говорю, застегну. И он так сначала типа, что нет, потом так... Я так протягиваю руки, застегиваю буквально. И это вот был мой последний момент, когда мы виделись. Очень мой милый. В конце программы, вот мы с ним писали 5 выпусков, да. Я в конце у него спрашиваю, ну вот как в ваших разговорах у вас Познер был, и он, конечно, смотрел, он тоже у него был. Я говорю: Олег, ну вот Познер в конце, у него прощалка такая, ну вот вы предстанете перед Богом, вот ты предстаешь перед Богом, Лёлик, а там уже Олег Николаевич Ефремов, твой приятель Евстигнеев, там все, кого ты любил, Володин там. И он, перебивая меня, не давая завершить вопрос, говорит так: оправдаюсь. И дальше произносит, вот у меня есть карточка, что я на всякий случай взял, произносит 6 глаголов совершенного вида. Я должен выдать айфон, конечно, по-вашему, но айфона нет. Это лучший айфон. Да, он говорит мне вдруг, причем явно не подготовлен, потому что это импровизация: Олег, да, ты же человек не воцерковленный, ну да, он всегда так нежно говорил, я не воцерковленный, по-советски, конечно, не верил. Но ты попадаешь туда, там какой-то худсовет на небе, сидит Ефремов, который вообще его держал в струне, для него было. Оправдаюсь. И произносит 6 глаголов, которые, мне кажется, я не знаю, продумал, но это не продумал, инстинктивно вот так вот. Вот послушай. Поддерживал, помогал, выручал, хоронил, доставал, делился. Все, что имело связь с фамилией Табаков, имело успех. То есть самые лучшие ученики были у него. Самые громкие премьеры были у него в театрах.
Сколько худруков сейчас, люди, которых открыл Олег Павлович. Женя Писарев, Женя Миронов, Кирилл Серебренников, дай бог, Костя будет скоро. Это ведущие театры, в которые люди ходят. Это люди, в которых в какой-то момент по какой-то причине поверил Олег Павлович. Он верил в то, что молодым надо помогать и молодых надо продвигать, чем он и занимался. 3 вещи с участием Олега Табакова, которые должен посмотреть каждый. Послушать «Конька-горбунка», послушать. Обязательно посмотреть Обломова и посмотреть «Юбилей ювелира», который записан. Один из последних спектаклей, предпоследний. Еще такая штука важная. Он сказал на своем юбилее, 80 лет, что главное его достижение, в этот момент был битком зал всех главных, людей страны, и на сцене стояло человек 100 его учеников. И он сказал, главное мое достижение — это то, что выросло, кажется, непоротое поколение. То есть он не сказал, что главное его достижение — это его ученики, да, что, в общем, нормально, или все его театры. Главное, что выросло непоротое поколение. То есть, в общем, наверное, наш возраст, да? Примерно ты — это топ, а там какой-нибудь Паша Табаков — это батом. Речь о возрасте, если Да. Его молодость прошла, такие основные его творческие молодые годы прошли, да, после смерти Сталина. То есть в момент, когда как-то что-то задышало. И я думаю, что он... А дальше опять застыло. То есть, грубо говоря, мне кажется, он ассоциирует Тогда они создали театр «Современник». То есть у него было полное ощущение, что они занимаются каким-то очень важным, там, Любимов, Таганка, да, уже потом. Но вот «Современник» — это было какое-то очень важное, очень свободное дело. И очень важное там, ему казалось, я уверен, в масштабах страны. Он говорил, я каждый день просыпался с ощущением того, что я делаю что-то ужасно важное. И это нельзя просто не делать. Потому что они делали свободный театр, не похожий там ни на что. И вот он, по сути, говорит о том, что выросло некое поколение, тоже без такого мощного царя в голове. Поколение, выросшее там, в 90-е, да? То есть следующее поколение, Семен Трескунов, например, артист из фильма «Хороший мальчик», я обалдел. Ему 18, то есть он вырос целиком при Путине и при Доме 2. Вся жизнь. А мы все-таки нет. И вот он сказал, что это главное достижение. Меня это до сих пор восхищает. То есть, я думаю, он говорил о том, что, не порото. То есть, есть какой-то шанс на то, что эти люди что-то сделают свободное, потому что их трудно загнать в какие-то рамки. Пока мы общались с людьми про Олега Табакова, у нас сложилось мнение, которое, в общем, хочу пропустить через вашу критическую мясорубку. Табаков — это редкий человек, который сочетал в себе что-то очень консервативное и что-то очень либеральное. И в нашем, может быть, немножко детском, может быть, немножко наивном представлении, в общем-то, если Россия когда-то и может быть крутой, то только благодаря таким людям, которые не только консерваторы или не только либералы, а которые именно вот так вот все перемешивают, перемалывают и что-то производят. Я согласен абсолютно. И более того, он сам это прекрасно понимал и шел от того, что у него микс всех кровей. Мордовская. А мама была замужем за евреем, его воспитывал какой-то еврей. Поэтому, встречая еврея, он говорил вдруг в ТАССе «Мазл тов!» Все так, и русскость. Но русскость его совершенно была очевидна. Это не нужно было доказывать. Но вот это соединение в себе консерватизма естественного для человека, выросшего в этой стране, и либерализма, на котором был воспитан в годы «Современника», антисталинизма, соединял. Но абсолютно мог разговаривать и с этими, и верно другое. Россия в лучшие свои годы принимала и это, и другое. Вот в лучшие несколько лет, там, начало 20 века, свобода слова, Дума, все разговаривают, Милюков, бла-бла-бла, кадет, главный, Немирович Данченко, кадет. И Немирович пишет, когда он попал в ситуацию 17-го года, знаешь, Олег очень любил эту цитату. Что делать? План сезона с 17 на 18 год. Немирович же, не Станиславский, Немирович. Ну что, как, с чем выйдем? Со знаменем, это так сказать, или на манер шакалов. Понимаешь, да? Вот это понимал прекрасно. Когда мы со знаменем, то есть художественным знаменем, и давай, значит, нужно ставить какие-то высокие, или на манер шакалов. А шакалы это как? Шакалы, вот все в России, что вот это озверелое. Я русский, я украинец, я Олег, я мордвин, я еврей,
я кот Матроскин. А он выражает наше Простоквашино, понимаешь? А я из Простоквашино.